Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music, с вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре монофонический аналоговый синтезатор Behringer Pro 1. Сердцем любого синтезатора являются осцилляторы. Здесь у нас два, и они могут генерировать несколько различных типов волн. Давайте послушаем. Осциллятор А генерирует пилообразную волну. Довольно широкий диапазон, как мы видим. Теперь квадратная волна. Для квадратной волны у нас здесь есть модуляция ширины пульса. Осциллятор Б также генерирует у нас пилообразную волну. Диапазон его немножечко шире. Дальше у нас идет также квадратная волна. С регулировкой ширины пульса. И треугольная форма волны. При помощи вот этих переключателей можно включать и смешивать различные типы волн на этих двух осцилляторах. Ну вот, например, на осцилляторе А я включил пилообразную волну, на осцилляторе Б треугольную. И при помощи вот этого вот миксера можно также настраивать громкость обоих осцилляторов в тех пропорциях, в которых нам нужно. Ну вот как-то так. И третья ручка миксера, она регулирует громкость white noise, то есть белого шума. Можно его по вкусу добавить. И эта же ручка отвечает за громкость внешнего источника звука. Если вы подключаете ко входу какой-то внешний источник звука, соответственно, при помощи этой ручки вы можете регулировать также его громкость. Следующим важным элементом в архитектуре любого аналогового синтезатора является фильтр. Здесь у нас классический фильтр. Давайте послушаем, как звучит кат-офф, то есть частота среза этого фильтра. Также здесь у нас есть ручка резонанса. Давайте послушаем, как звучит фильтр с резонансом примерно на 50%. Как и во многих классических муговских синтезаторах, когда мы добавляем резонанс, у нас немножко теряется низ. Это нормально. Давайте теперь выкрутим резонанс на 100%. Как вы слышите, при резонансе, выкрученном на 100%, у нас практически начинается самоосцилляция фильтра. На борту этого синтезатора у нас есть две традиционные ADSR огибающие. Первая ADSR огибающая у нас отвечает за амплитуду, конкретно 4 стадии, все по классике: Attack, Decay, Sustain и Release. Давайте вот добавим сейчас релиза и дикея. И Sustain уберем, сделаем его потише. Как вы слышите, звук изменился радикально. Давайте теперь сделаем более медленную атаку. Еще более медленная атака. Сейчас медленная атака, но быстрый дикей. Ну и так далее. Как вы поняли, можно практически в любом нужном варианте конфигурировать амплитудную огибающую звука этого синтезатора. Давайте теперь посмотрим на огибающую фильтра. Она у нас точно такая же. И
при помощи вот этой вот ручки рядом с резонансом можно добавлять количество того, как влияет огибающая фильтра на управление фильтром, собственно. Вот более глубокое влияние. И вот совсем чуть-чуть. Давайте для наглядности влияния огибающего фильтра на сам фильтр я включу арпеджиатор, который, кстати, здесь тоже есть встроенный, и включается он очень просто при помощи вот этого вот переключателя. И посмотрим, как у нас влияет фильтр на арпеджиатор. Кстати, арпеджиатор может здесь работать в двух режимах. Первый я уже продемонстрировал, называется он Up-Down. И второй режим — это просто Up. Также здесь есть секвенсор. Секвенсор может сохранять два паттерна по 64 шага. И записывается он очень просто. Вот включаем либо первый паттерн, либо второй. Ну вот, например, выбираем секвенсор 2, устанавливаем переключатель на положение рекорд и забиваем какую-то секвенцию. Потом нажимаем play. И секвенция проигрывается. Скорость этой секвенции у нас, так же как и скорость арпеджиатора, регулируется вот этой вот ручкой частота LFO. Давайте проверим, как это работает. Также есть у нас на борту LFO, то есть генератор низких частот, который нужен для управления какими-то параметрами звука. И осциллятор B у нас может работать в режиме LFO. При помощи вот этого переключателя мы его переключаем, собственно, в этот режим. И здесь у нас есть вот модуляционная матрица, очень креативный инструмент для создания различных интересных звуковых палитр. Ну, давайте сейчас попробуем самое простое. Давайте при помощи LFO будем модулировать фильтр. Для этого мы ставим переключатель вот этот вот в положении Direct. У каждого из этих переключателей есть два положения: Direct и Wheel. Wheel имеется в виду Mod Wheel, то есть колесо на MIDI-клавиатурах. Здесь вот это вот просто полоска, которая управляет также различными параметрами. Вот, ставим сейчас в Direct, пока нам это не нужно. И попробуем модулировать фильтр. Выбираем из трех форм волны LFO треугольную форму волны. И сейчас, нажимая клавишу, у нас, по идее, фильтр должен сам начать двигаться. Как мы слышим, так оно и происходит. При помощи ручки Amount, то есть количество, мы можем глубину регулировать модуляцией. При помощи частоты LFO мы можем скорость модуляции регулировать. Давайте попробуем другие формы волны, например, треугольник. Треугольник можно использовать для сайдчейна, например.
либо квадрат. Очень интересно то, что формы этих волн можно микшировать. То есть можно, например, квадрат и треугольник включить одновременно, тогда будет более сложная форма волны ЛФО. При помощи ЛФО можно модулировать много различных параметров. Можно модулировать, как я уже показал, и частоту фильтра, частоту среза фильтра, также пульс-модуляцию, также частоту первого осциллятора, делая эффект вибрато, ну и много-много всего еще. А теперь давайте проверим вот эту вот фишку, про которую я только что сказал. Поставим вот эти переключатели в положение wheel. И теперь, если мы нажимаем клавишу, извлекаем какую-то ноту, у нас никакой модуляции нет. Но если мы двигаемся по этой полоске, либо если у нас какая-то более большая MIDI-клавиатура прям с настоящим колесом модуляционным, то вы услышите, как эта модуляция постепенно у нас появляется. То есть это очень хорошо для экспрессии, когда вы играете какое-то соло, например, на каких-то нотах вы поворачиваете это модуляционное колесо, и у вас появляется вот это вот самое вибрато. А теперь давайте обратим наше внимание на вот эти вот джеки дополнительные. Что это такое? Это нам говорит о том, что данный синтезатор является полумодулярным. Что значит полумодулярный синтезатор? Это значит, что архитектура синтезатора продумана конструкторами, и синтезатор полностью готов для того, чтобы на нем играть. Но при помощи вот этих вот джеков, при помощи этих входов и при помощи вот таких вот проводочков, которые идут в комплекте, вы можете изменять архитектуру этого синтезатора и делать какие-то интересные креативные вещи. Ну вот, например, здесь, кроме основного выхода этого синтезатора, основного звукового выхода, также есть еще выход на мини-джеки. Вот мы сюда втыкаем этот кабель и втыкаем выход во вход внешнего инструмента, внешнего звукового источника. Таким образом, мы создаем петлю фидбэка, то есть мы выход синтезатора посылаем на вход. И теперь что у нас будет происходить? Теперь я буду при помощи вот этой ручки на микшере добавлять громкость. И давайте послушаем, что у нас произойдет. То есть теперь при добавлении фидбэка у нас получается, что по входу синтезатор перегружается и появляется такой вот весьма классный, красивый дисторшн. И последняя секция, которую мы не рассмотрели, секция называется Mode или режим, и она регулирует различные режимы работы синтезатора. Вот первый режим работы называется дрон. Здесь, в принципе, все понятно. Вы включаете, у вас играется бесконечная нота, вы можете обыгрывать этот дрон при помощи модуляции. Ну, вот как-то так это звучит. Ну, для каких-то стилей музыки это может быть интересно. Также здесь есть ретриг режим. Что он делает? Когда у вас переключатель в положении ретриг, то огибающий у вас будет включаться, срабатывать на каждое нажатие. Когда в положении normal, то огибающий у вас не будет срабатывать каждый раз. Ну вот давайте на примере арпеджио опять посмотрим. Ну и два оставшихся режима. Режим поли
и моно. До этого момента мы играли в режиме моно, и синтезатор работал в режиме классического моносинта. Если мы включаем поли, на самом деле это как бы не полифонический режим, это дуофонический режим. То есть у нас два осциллятора работают независимо друг от друга, и низкая нота у нас может быть как бы таким вот басовым пэдом, а мелодию мы можем играть на высокой ноте. И последний режим называется Repeat. Включая его, вы просто услышите повторение нот, как в режиме арпеджиатора, но только на одной ноте. И вот этой вот ручкой LFO Frequency мы можем регулировать скорость повторения. Это может быть полезно для исполнения каких-то вот таких ритмических басовых партий в электронной музыке, например. А теперь поговорим про connection. MIDI-вход у нас находится на передней панели. На задней панели у нас находится джек питания, USB-вход для соединения с компьютером. У Behringer есть софтина, при помощи которой можно апгрейдить систему на этом синтезаторе. И также сохранять паттерны, которые вы здесь забиваете. Хотя, ну, всего 2 паттерна на этом синтезаторе в памяти, что, в принципе, было бы что сохранять, что называется. И здесь у нас есть основной аудиовыход на большом гитарном джеке. И вот эти вот маленькие джамперы, они служат для переключения MIDI-каналов. Хочется отметить, что это очень добротный аналоговый моносинт с жирно звучащими осцилляторами, которые дадут вам мощный, качественный звук электронный в самых лучших традициях Муга и прочих коргов и так далее. Модуляционная матрица и Patch Bay делают его гораздо более креативным, нежели какие-то простенькие аналоги. Можно нарулить кучу всякого интересного. Единственный минус — это, конечно, весьма простенький встроенный арпеджиатор и секвенсор всего лишь с 2 паттернами, как я уже отметил. Более того, секвенсором и арпеджиатором встроенным можно пользоваться, только имея внешнюю MIDI-клавиатуру. То есть с самого синта нет возможности запрограммировать их. И это, конечно, ну, такой большой минус. А в целом качество звучания и звучание фильтра весьма добротное. Мне, например, очень зашло. Ну что ж, друзья, на этом я прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. До скорых встреч, увидимся. И сегодня у нас на обзоре... Я кое-что понял, Димон. Да, что ты понял? Жизнь... Ты мутный парень, стой, не двигайся. Жизнь... Дима, фокус не попал. Фокус. Надо позвать дядюшку Фокуса. Он тебе настроит фокус. Так, поехали, да. Кепочку чуть-чуть. Да, так.